Итак, все граждане Украины, приехавшие в Грузию после начала войны, имеют право на получение гуманитарной помощи. В этом видео я вам покажу, где ее можно получить на примере Тбилиси и что для этого нужно. Первый адрес, где выдают гуманитарную помощь украинцам, это Гришашвили 20, район Серных Бань. Вот Серные бани. И вот эта улочка, вот туда наверх, 20 номер. Почему у нас фон мусорный бак? Потому что мы были в гуманитарной помощи для украинцев, получили ее. И все, коляска наша умерла. Она погибла в центре Тбилиси, колесо полностью выломалось. Но уже нет смысла продолжать ее с собой вести. И мы сейчас вещи заберем, а ее оставляем. Буду новую искать. Все, эта коляска проездила с нами 20 стран. Тая, 20 стран. Также вы можете получить гуманитарную помощь в торговом центре Карвасла. Сейчас покажу, как нам повезло, особенно Алисе с коляской. Тут у ребенка счастье. Коляска. Да? У тебя новая коляска? Да, это ерунда, сейчас я сделаю. Спасибо большое. Нам в гуманитарной помощи дали коляску. Помните, да? Я показала, как мы выкинули в Альфатер в мусорный бак ту, у которой у нас колеса полностью отпали. И теперь у Алисы, вот мы еще целый год на ней проездим. Здесь колеса крепкие. В общем, мы пришли, эта коляска нас ждала. Тая испытывает ремни безопасности, чтобы ребенок был привязан, да, и тебя не трогал. Торговый центр называется Карвасла, он находится на станции метро Station Square. Приезжайте сюда, по Дадиане по улице проходите метров 200, ну спросите, и вот здесь вот помощь для украинцев, на втором этаже. Вот здесь я вам оставлю точный адрес и местоположение этого торгового центра. В торговом центре Карвасла на Дадиане дают хозяйственные нужды и продукты. Хозяйственные — это памперсы ребенку, моющее средство, средства гигиены, шампуни, зубная паста, мыло такое и детское. Ну, всем понятная вещь. И, по-моему, все. А, еще вот что я не показала. Стиральный порошок. Они его рассыпают вот так вот порционно. Дальше. Тае выдали тетрадки для учебы. Она говорила, мне не надо, не надо. Я заставила их взять. И по продуктам минимальный продуктовый набор. Это рис. Можно вместо риса брать гречку. Это фасоль. И это сахар. Также из всех центров гуманитарной помощи только на Дадиане, в этом торговом центре, можно брать одежду. Там все висит на стеллажах, разложено по возрастам в коробках, и вы приходите, и вот после того, как вы уже там записали, что вы сегодня пришли, тоже раз в неделю, можете посмотреть на этих вешалочках и выбрать то, что вам подойдет. Для малышей, для себя. Ну, в принципе, выбор всегда есть, потому что люди все время приносят что-то новое. И я тоже дома решила, я соберу все наше такое, что уже нам, в принципе, не надо. Летние, обувь у Таи малая, очень много кроссовок, все новое практически. И тоже туда отвезу. Также есть игрушки, там тоже дают. И есть канцелярские принадлежности, что-то для школы. На что-то такое глобальное, вот типа как детская коляска, постельное белье или что-то такое очень большое, нужно записываться. Ты оставляешь заявочку, оставляешь свой номер телефона, и если что-то такое появляется, вам перезвонят. Вот такой зимний теплый комбинезон дали для Алисы. Он ей прям по размеру, он очень тепленький. Вдруг мы еще зимой здесь останемся, домой не поедем. Просто такая хорошая очень вещь. Оставляю вам еще адреса, где можно получить гуманитарную помощь в Тбилиси. В Тбилиси есть несколько мест для получения гуманитарной помощи украинцам. И в этом видео я вам постаралась оставить все адреса, где получаем помощь мы. Но самая лучшая вот гуманитарка, как по мне, это все-таки возле Серных Бань на Абана-Тубани и в торговом центре Карвасла на Дадиане. Что дают? Это продуктовый набор, морковка, картошка, лук, макароны, крупы на выбор, рис или гречка, чай или кофе, консервы, овсянка,
немножко печенья и хозяйственный набор. Это стиральный порошок, а вот еще соль и сахар я забыла. Это мыло, это ополаскиватель для рта и шампунь, зубные щетки, зубные пасты, влажные салфетки, средства гигиены и памперсы для ребенка, половина упаковки. И вот моему ребенку еще дали пластилин. Получать такую гуманитарную помощь можно 1 раз в неделю. Обязательно приходите с паспортом, и если вас несколько человек в семье, если у вас есть детки, то документы, соответственно, берите на всех. Еще добавлю, что все автобусы и проезд в метро для украинцев бесплатный, и просто нужно предъявить паспорт. Старый город – это одно из самых красивых мест в Тбилиси. Грузинский секонд-хенд. Улочки Тбилиси, мать Грузия. Хотела показать вам, какой красивый для меня этот город, но с Алисой иногда бывает трудно наслаждаться красотой. Вот нашла второго дракона. Говорит, тут оставаюсь, не остаюсь, а оставаюсь, она говорит. Идем. Идем. Ну что, тебя здесь оставить на драконе? Ну мы уходим. Мы купили игру, в которую Алиса будет играть вместе со своей сестричкой. И с мамой. Что там? Готовить будешь? Сама? Насыпать. Насыпать, да, и кормить всех, да? Сыпать? А щипчики? Щипчиками еду накладывать будешь, да? И потом надо будет ее вылавливать. А Грузия очень поддерживает Украину. Помимо центров гуманитарной помощи есть ежемесячные выплаты для украинцев в размере 235 лари на человека. Повсюду украинские флаги. Я очень любила бывать здесь раньше, до войны. Сейчас морально тяжело, в том плане, что очень хочется домой поскорее и вернуться в Грузию уже после военных действий, не как сейчас, а уже туристкой. Такой большой этот Тбилиси. Мне кажется, что мы здесь уже обошли все, но на самом деле это не так. А вот какая-то ярмарка, мы сюда вышли. Людей множество просто. Переходим через мост. Впереди серные бани. И крепость Нарикала на высоте. Сейчас покажу вам кафе Мцхети, где куча народу всегда. А кто доставать будет эту машину, а? Закатила под машину. Кто будет доставать? Это место находится на трассе неподалеку от Мцхеты. Называется Салобио. Здесь очень нормальные цены и вкусно готовят. Надеюсь, мое видео про гуманитарную помощь для украинцев будет полезным тем, кто только приехал в Тбилиси и не знает, где, как и что найти. Заказали покушать. Здесь уже на столе вот такое вот. Новая игра. Здесь тоже еда. Макарошки, что там еще то есть? Овощи разные. Вкусняшка. Доставай карточку. Давай. 1, 2, 3. Кто первый вытащит вот эти все овощи, тот выиграл. Тихо, руками не помогай. Молодец, не кричи. Ищи печенье. Так, вот я. У нас с Бадри есть одна общая черта. Мы часто не успеваем позавтракать нормально и потом полдня голодные. Тайна любимое блюдо. А твое булка, да?